Здорово всем, с вами Миша Плюшка, это канал бывшего осужденного, все по-прежнему и так же. И это продолжение моей истории, биографии, истории моей жизни человеком, который с ранних лет попал в криминальные круги, скажем так, и оказался в местах не столь отдаленных. В подростковом возрасте провел очень много лет в тюрьме и как из всего этого выбрался, кого встречал на своем жизненном пути. В общем, обо всем по порядку. Давайте, погнали. Прошлая серия у нас закончилась на том, что я вам рассказывал о мужчине, с которым жила моя мама, дядя Саша, вот, и который такой являлся бандосом. Как он повлиял на меня и вообще какое место занимал в моей жизни и занимает. В итоге они разошлись, мне было сколько... после того, как они разошлись, пиздец и начался где-то приблизительно в моей жизни. После того, как они разошлись, мне было лет, наверное, 13, да. И я помню, что я пошел в школу, тогда я еще в нее ходил, и меня оставили на 2-й год. Мне это сказали. Раньше не было, знаете, ни WhatsApp, ни, соцсетей. О том, что ты остался на 2-й год, ты мог узнать только, в начале года. После этого мне сказали 1 сентября, что, все, ты остался на 2-й год, опять пойдешь в 8 класс. Я говорю, не, знаете, что, идите-ка вы нахуй. И все, пришел домой, и мать такая, ты что пришел-то? Я говорю, меня на 2-й год оставили, я ушел из школы. Сказал, что учиться не буду. Она такая, а что делать-то будешь? И я и в шутку так вот между делом зарядил, я говорю, в мафию пойду. Она говорит, не знаю сам. Я что-то сказал, я говорю, не, Маш, шучу, пойду работать там и так далее. Она говорит, давай, жизнь твоя, ёпте, 13 лет же. Ну и что? Мы имеем, в сухом остатке после того, как я, как видите, ушел со школы, что я никому не рекомендую делать в 8 классе. В общем, что-то я попробовал немного... я устроился на работу, грузчиком, проработал 2 недели на юго-западной, пиздец, раньше же была такая хуйня, живешь в одном конце города, работаешь в другом, а сейчас все в основном ищут работу рядом с домом. И работодатели, и сами работники. Я тут съебался и понял, что все, работать не мое, работать я не хочу. И... первое время-то как? Тут же мне, мать разрешила курить, мне спалила, что я, курю где-то, может, недели через 2, и я не стал отказываться уже, знаете, как сгорел сарай, гори и хата, И что дальше? Я все равно, даже будучи пиздюком, знаете, я всю жизнь каким-то криминалом мелким промышлял, начиная с самых-самых ранних лет. Я недавно в Инстаграме рассказывал, как я спиздил велосипед в своей же деревне, продал его в соседней. Когда меня поймали, мне за это ничего не было. Кстати, подписывайтесь на соцсети, ВК, Инстаграм, на мой 2-й канал. Там сейчас выходят мотивационные видео, как я бросаю курить, занятия спортом, отказ от вредных привычек и прививание себе хороших привычек. Создана в ВКонтакте беседа, где мы друг друга поддерживаем, обсуждаем. Ссылка будет все так же в описании, ребят. И, кстати, небольшая моя любимая рекламка. Друзья, если вы любите настольные игры, у нас есть замечательные нарды, шахматы, шашки, все ручной работы, в полном комплекте, все очень здорово, классно сделано. Есть разные вариации со всеми футбольными командами, охотничьей тематики, с гербом, шахматы, фигуры тоже резные, все классно, здорово сделано, шкатулки ручной работы. Вот такие клевые четки в машину, тоже очень много вариантов есть интересных. Ребят, если кому нравится, кому-то хочется себе или в подарок, пишите в соцсети, ссылки, как всегда, будут в описании. Давайте, ребят, продолжим по поводу изделий, все так же в соцсети обращаться. Итак, вспомнил. Появились ебаные аппараты, которые, мне, сука, достаточно сильно испортили жизнь. Я помню, как я впервые, как раз где-то через полгода, как это все произошло там, уход моей школы, то, что там дядя Саша
они с матерью расстались и так далее. Я, короче, шел и типов двух встретил. Блядь, они шли с аппаратов. Тогда еще аппараты принимали, короче, 10-рублевые бумажные банкноты. Вот. И они говорят, бля, мы там сейчас 200 рублей выиграли с 20 рублей. Я думаю, да как так, да ну нахуй, что так можно было? Я туда что-то зашел, проиграл полтинник, думаю, хуйня какая-то. И, бля, я не забуду никогда, когда я с 30 рублей выиграл 500. Это было просто пиздец, блядь. И вот, сука, с этого лучше бы я и так их и не выигрывал никогда. Все, я пошел, мы с пацаном стояли, играли, бля, ёпта. Пошли в Макдональдс, что-то пожрали, блядь, ебать, счастливые, сигарет купили все, каких дорогих, бля, ёпта. Потом пришли, обратно все проебали. Вот и все, и потом я начал шпилить так периодически, блядь. И деньги, которые я поднимал потом в дальнейшем, уже там с криминала, и, ну, я частенько относил туда. Как же все все-таки началось? В общем, ну, я промышлял всегда какими-то мелкими аферами, даже там в школе, какими-то, может быть, кражами, там, из раздевалки, там, блядь, пошмонать карманы, блядь, мелочь по карманам тырить. Вот. И в один прекрасный момент, короче, я приехал в Рязань, свою любимую, и мы там что-то с брательником гуляли с девчонками, пошли их домой провожать. И встретили, короче, компанию своих друзей. Там вот, ну, они уже почти все покойники. Там, короче, Андрюха был блудный, я помню, он такой, че, бля, хуя ты, говорит, Серег, бля, из Москвы приехал, говорит, здорово, блядь, чё, куда идете, типа, туда-сюда. А я говорю, да вон девчонок провожаем. Там, бля, пошли с нами, короче, бля. Я говорю, куда? Говорит, бля, мужиков обувать пойдем. Пьяных, блядь. Я такой думаю, бля, это какой-то уже жесткий криминал, прям такой, ну. Я говорю, а как обувать? Да как, блядь, пиздить, типа, обувать? Ну, а как бы, блядь, не хочется ударить тоже в грязь лицом-то. Я говорю, давай, конечно, никто ничего не боится. И вот, и все, где вы проводили, пошли. Короче, в этот день мы там ебанули, отработали, блядь, вот, почувствовали вкус вот этих денег, блядь, легких. Блядь, мы, короче, всю ночь где-то бухали, блядь. Ну, так нормально, короче, мы отработали. Несколько человек, скажем так. Вот. И, блядь, все, почувствовали вкус вот, бабла халявного. У нас еще с утра что-то осталось. Мы пошли еще, там взяли, короче, набухались. К вечеру опять это все, короче, повторялось. Вот. И, ну, периодически вот, когда я в Москве находился, да, я же как бы жил в Москве, я в Рязань только приезжал иногда. В Москве я занимался там всякого рода, блядь, ну, таким криминалом более спокойным, там какие-то аферы, подставы, там мошенничество, вот, редко какие-то там такие вот жесткие там грабежи, разбои, это вот все в Рязани в основном происходило. Ну и вот так вот это, короче, происходило, блядь, там есть много историй, которых, блядь, к счастью, я не могу или, к сожалению, рассказать вам, они очень ржачные, блядь, но, блядь, рассказывать я их не могу. По этическим соображениям, да, все, что тут происходило. Ну, я как-нибудь вам расскажу, там, знаете, вот был, например, случай. Да хули как-нибудь, давайте сейчас. Один раз я там типа кинул на бабки, и, блядь, меня увозили в багажник и дали мне пиздюлей, короче, поймали, дали мне пиздюлей, и увозили в багажнике, короче, блядь, куда-то там, я не знаю, это в Рязани было, блядь, и я изнутри открыл, блядь, это Жигули была, классика какая-то, не помню, изнутри открыл багажник, извиняюсь, ну, потому что я понимал, что, блядь, куда они меня везут, значит, ну, блядь, если хотели дать пизды, просто дали пизды, вот, и выпрыгнул на ходу, на скорости, наверное, километров 60-70, блядь, сломал ногу. Потом я там к своим пацанам, мы нашли их, там давали им пиздюлей. Потом был случай один, когда меня, блядь, увозили в лес, хотели мне руки отрубить, там на пенек уже ставили, блядь. И топором махали. Братва, взрослые люди, там такая история, как-то раз я уже рассказывал, блядь. Ну, давайте еще раз расскажу. В общем, моя бабушка переехала из одного конца города в другой, а там сосед был прям вот, который следующий дом. Ну, у них был тоже ребенок, мой ровесник. И вот он был с отклонениями, короче, сексуального характера, блядь, в сторону ну, не противоположного, а, короче,
короче, гомосек. Проще говоря, хули я изъебываюсь, блядь. Колхозник ебаный, говори, как думаешь, как есть. И, короче, там была история, что, блядь, он одному из моих друзей предложил с ним, короче, вступить в половой контакт. Мы в итоге его, короче, начали кошмарить. Нагрузили его на бабки, короче, блядь. Ну, такая хуйня. А когда его спалили, он эти деньги спиздил у родителей. Родители, кстати, коммерсы были, блядь. В Рязани, не знаю, как сейчас, наверное, тоже. Вот. Когда спалили, он им сказал, что типа мы его просто так заставляли бабки тырить и отдавать нам, потому что мы типа такие отщепенцы-бомжи, блядь, вот, голодранцы, а он типа ну, богатый, вот из-за этого мы как бы его грузили на бабки. И когда приехали, короче, ну, те, кто крышует, видимо, точки вот этих коммерсантов рязанских, да, они приехали вот именно вместе с ними, потому что, ну, у нас уже такая была подростковая, блядь, какая-то группа лиц, блядь, ну, грубо говоря, там 7-8 человек, и родители этого кренделя нам ничего не могли сделать, потому что мы могли бы дать пизды им, если что. Ну, блядь, мы были отмороженные малолетки, да, ребят, сейчас вот я смотрю, что творят малолетки, мне, конечно, страшно, но я был не хуже и не лучше, слава богу. Ну, я был таким же, слава богу, я никого не убивал там и такой херней не занимался, но чудил я тоже, будь здоров. Поймите, просто так в 16 лет в тюрьму не сажают, а я уже сидел в 16 лет. Вот, и, короче, приехали эти бандосы, поймали только меня, бля, ёпта, и отвезли меня в лес, там что-то связали мне руки, ложили на пенек, блядь, хотели отрубить. И я им сказал, я говорю, блядь, дайте сказать, мужики, блядь, дайте сказать, ёпта, потом уже там принимайте решение. И я им, короче, они говорят, ну говори, я им, короче, выдохнул все, что вот, я говорю, то есть такая херня. Они охуели, мы сели в машину, мы приезжаем туда. Я это все повторяю при родителях, при вот этом пиздюке, при вот этих бандосах. Родители молчат, голову вниз опустили, потому что такой случай уже был. Только немного по-другому, там, блядь, неважно как, но в школе им пришлось перейти из одной школы в другую, потому что такая херня уже была. И они сидят, и они сказать ничего не могут. И эти бандосы понимают, что они впряглись за петуха, хоть и малолетнего, и такие, ладно, все, мы пойдем, разбирайтесь тут. Они уходят, я говорю, ну я тоже туда пошел, хули я тут буду с вами сидеть. И все, и пошел. Вот, очень много было разных случаев интересных. Я в основном такие короткие истории выкладываю в соцсетях, так что подписывайтесь, ребят. Вот, в общем, блядь, сколько так вот это длилось? То есть, грубо говоря, с 13 до 16 лет, это ну, около 3 лет, все это длилось. Я вот себя сам обеспечивал, короче. Сигареты, там, не знаю, вещи, там, мать все это видела, но поначалу она задавала, конечно, какие-то вопросы, но когда меня уже поставили на учет в детскую школу, блядь, в детскую комнату милиции, блядь, уже у нее отпали вопросы, она поняла, что я где-то там, короче, криминальным путем что-то зарабатываю, что мне куда-то поволокло, но повлиять она на меня уже никак не могла, я был взрослый человек. Потом, как-то раз был случай, я бухал в одном из баров такого злачного заведения здесь на районе, блядь, и сейчас уже его нету. Вот, там собирался шелупонь, я там познакомился с человеком одним, он только освободился, отсидел 10, короче, блатной был. Вот. Они занимались, у них была небольшая группа, они занимались угонами, разбоями, там, прочей хуйней, и мы с ним познакомились, короче. Ну, я сидел в этом кабаке один, поднял где-то бабок, как всегда, бля, и сидел, короче, там тусил, там были аппараты, бильярд, короче, и вот он тоже один тусил. Ну, какая-то там потасовка у него с кем-то случилась, короче, я впрягся. Я вообще любил всегда везде впрягаться в то время, за любой кипиш, блядь, кроме голодовки. Вот. И в итоге мы так с ним познакомились, потом что-то пошли в другой кабак, там побухали. И на следующий день они мне пригнали 9 вишневую. Подарили. Вот. История с этой 9 тоже такая, блядь, пиздец. Я ее потом продал. Она была, естественно, блядь, не купленная, скажем так. Вот я ее продал коррумпированному сотруднику милиции. Блядь, он меня потом дергал за эти нитки, а сделать мне нихуя не мог, потому что я там краями, короче, там, ну там пиздец был, а чё.
Вот. Ну, блядь, тем не менее, там, в 14,5 лет я уже ездил на своей машине, на девятке. Она в то время не у каждого еще взрослого человека была, у меня уже была, блядь. Вот. Потом я ее, блядь, вот продал. Ходил, у меня какое-то оружие было самопальное, мелкашка, блядь. Там дома, блядь, арсенал, там ножи, топоры и так далее, блядь. И у меня в связи с тем, что как бы вот такой образ жизни был, да, вот эти события, которые я вам рассказал, да, вот эти все, у меня уже начала, блядь, мания такая, преследование, я постоянно на измене, то есть я постоянно выходил на улицу, блядь, ёпта, меня там могла какая-то машина ждать возле подъезда, еще что-то, какие-то разговоры, терки, блядь. Потом, ну, мне уже, ну, реально, как бы, я мог дома сидеть, слышу, кто-то на лифте поднялся, оп, зайду, посмотрю, послушаю, блядь, возьму какой-нибудь топор, блядь, вот. Ну, такая хуйня. Бывало, что меня и караулили там в подъезде, блядь, я помню один раз там типы тоже. Меня тут кошмарили, короче, искали, блядь, дня 2. И дежурили, прям дежурили у меня в подъезде, блядь, ёпта. А я как бы один, блядь, они тут с соседнего квартала. Я один, блядь, и я бы не вывез там, я бы опиздюлил 100%. Я, короче, позвонил в Рязань пацанам. Они приехали в шестером на электричке. 4 часа ехать. Ну, я же никуда не торопился, короче, они там, блядь, приехали. И прям здесь им в подъезде, короче, пизды как дали, бля, ебаный в рот. Они, короче, ну, приезжают, выходят, видите, ну, а эти типы как раз у меня там сидят в подъезде, блядь, меня караулят. В очередной раз, что я приду или выйду из квартиры рано или поздно. И пацаны мои выходят такие. Брат такой первый вышел и говорит это. О, ребят, говорит, здорово, вы что тут, типа, это, Серегу, что ли, ждете туда-сюда? А поднялись-то не все сразу, как бы, бля, я эту хуйню все в глазок наблюдал. Поднялись-то не все, как бы, сразу, а часть, вот, все в лифт не влезли, все 6 человек. И они такие, там, а ты кто такой, там, типа, что там, блядь, что тебе надо, там, туда-сюда? Он такой, говорит, да ничего, говорит, это как бы брат мой, вот, я, говорит, вот из Рязани приехал, туда-сюда. А их там 4 было, а пацаны там 3 стоят, да, там, ёпта, вот, а еще 3 на лифте едут. И эти такие, говорят, а ты знаешь, говорит, брат твой нам, блядь, денег здесь должен туда-сюда, и тут еще 3 выходит из лифта. И начинает, кому нахуй, что тут, какие деньги, ебаный в рот, блядь. Начинают их пиздошить, я вылетаю из квартиры. Короче, как мы их там захуярили, блядь. Потом всемиром здесь в моей комнате спали, блядь, мать где-то была, я не помню. Может, в деревне, может, на даче. Кто-то на полу, кто-то что. Им-то похуй, они уедут, блядь, в Рязани их ловить никто не будет. Они говорят, блядь, до пизды пошли, еще хочешь им раз там пизды дадим. Мы тут нахуярились, блядь. Потом вышли гулять, пошли. Так сказать, блядь, укрепить, блядь, статус, блядь, того, что как бы нехуя было шутить со мной, блядь, и на меня выебываться. Хотя, наверное, как всегда, был виноват я. Вот. Просто так ко мне никто не приходил, блядь, грубо говоря. В общем, вот такие были, блядь, веселые истории у нас. Там было дохуя этих историй, блядь, там пиздец. Так вот вспомнишь, блядь, я такие одни из самых веселых вам вспомнил. Может быть, потом как-нибудь вспомню еще какие-нибудь. Девчонки там были у меня, что там, блядь. Девчонки раньше любили вот это вот, блядь, таких вот дерзких, блядь, шпану, таких пацанов. Вот, да, девочки, тем более еще и бабки, бля, хули у меня же там были, я что-то делал, блядь, короче, всегда как бы, ну, какая-то копейка у меня была. Там раз там ей цветы подаришь, блядь, там какой-нибудь сводишь ее, там, не знаю, в кино, бля, ёпта, это же никто не мог тогда себе как бы это особо позволить, блядь, тем более в таком возрасте. Не всем родители деньги давали, а в Рязань, я когда приезжал, у меня была такая схема, я что-нибудь в Рязани, ой, в Москве что-нибудь отработаю, еду с бабками в Рязань, пока там все утихнет, я там деньги проебу, что-нибудь нахуеверчу, еду в Москву, вот так вот и жил. Вот. И когда я приезжал, там у меня был, блядь, такой пиар-ход, постоянно такая тема, я девкам, короче, говорил, что, блядь, ну, они как бы, что я живу в Москве, и я тебя люблю, я тебя в Москву заберу, короче, блядь. И, кстати, велись, и мне кажется, наверное, до сих пор, блядь, поведутся, если сейчас в Рязань приехать, блядь, на московских номерах, на тачке, блядь, с кем-нибудь зазнакомиться. Вот. Канала, да, все, и как бы все было круто, прилично, блядь, было весело, да.
Были моменты, конечно, жесткие, когда и мы опиздюливались, нам давали отпор, блядь, попадали. И когда мы в ментовку попадали, блядь, ёпта, нам давали пиздюлей, потому что мы малолетки, нам ничего особо сделать никто не мог. Вот. А родители уже как бы хуй подзабили, блядь, поняли, что нас как бы не исправить, там, наверное, не повлиять на нас никак. Ну что, дома закрыть, ну всю дорогу же не будешь дома держать, блядь. Вот. И по итогу потом все мы сели в тюрьму, блядь. Вот. Наверное, в следующем выпуске расскажу, как нас всех приняли, как это все происходило, и там первый, вот, так сказать, опыт в тюрьме, там, да, пребывание первые дни. Вот, это все в следующем выпуске я расскажу. А пока что, вот, ну, вот такая была веселая молодость. Бля, я дал пиздюлей директору своей бывшей школы, блядь. Он на меня вызвал милицию. Кстати, из-за этого меня и первый раз и поставили на учет в детскую комнату. Вот. Первый раз поставили на учет. Кстати, блядь, когда вот я последний раз освободился, мне сказали, что он умер. А потом, спустя где-то неделю, я там что-то куролесил, отмечал свое освобождение, был в караоке, шел пешком домой в 7 часов утра и увидел его. И я, наверное, я сначала подумал, что, наверное, пора прекращать пить. Но потом, когда увидел, какими глазами он смотрит на меня, я понял, что нет, он не умер, он живой и очень хорошо меня, наверное, помнит. Вот. Блядь. В общем, в этом возрасте это все происходило. Я там в каких-то драках постоянно участвовал, в каких-то стрелках, там, какие-то там, ну, я любил людям создавать проблемы, чтобы потом самому же их решить, там, ну, тех, кто какие-то деньги имеют, блядь. Вот. Знал всех тех, кто двигается, как бы, на районе, блядь, вот, кто чем занимается, кто там угонами, кто там какими-то там подставами, кто там, ну, кто чем. И были специальные такие места, где мы тусовались, собирались, все друг друга знали. Вот так вот все это происходило, что даже хуй знает. Естественно, на самом деле в этом нет ничего хорошего, это все опасно. И веселого в этом нет ничего. Было просто в то время как-то интересно это все делать. Многие это делали. Многие, опять же, из моего окружения. Может быть, нормальные-то люди жили нормально. Ёпта, а на нас смотрели, типа, долбоебы, блядь, ёпта, не живет сам спокойно. Вот именно, да, мы были теми самыми долбоебами, которым не живет спокойно. Но что теперь сделаешь? Блин, прошлое не вернешь, к сожалению. Тогда мозгов не было. И будем надеяться, что, блядь, поколение, которое сейчас растет, чья молодость и подростковое время проходит в наши дни, будут хотя бы менее жестокие. И, конечно, я вижу тоже в интернете, что происходит там, ёпта, что они творят, ёпта. Сейчас они, ну, блядь, молодежь всегда отбитая была. Сейчас они спайсов обкурятся с каких-нибудь, блядь, в окно прыгают, блядь, еще что-то. Мозгов нет, блядь, это вот реально вот этот вот возраст, когда тебе надо просто выжить. Вот, очень страшное, как бы, на самом деле, вот, ну, время вот это вот переходное, когда ругаются, в хуй не ставят родители. Я был таким же, блядь. Когда уходят там из дома, убегают, творят, что хотят, как-то пытаются характер показать. Блядь, вот это очень страшно, на самом деле, блядь. И реально в этот момент, вот как родителю, надо быть предельно внимательным и обращать внимание на своих детей. Но вот я лично и все, кто в моем окружении были, друзья, которые впоследствии потом все сели или умерли, ну, у нас было такое отношение к нам, как бы, ебитесь как хотите, что неправильно. Ты уже взрослый, решай сам, как тебе жить. Нихуя ты не взрослый в это время. Нет у тебя мозгов тогда. Вот. В связи с чем? Что хочу сказать, ребят. Надо быть осторожным, следите за своими братьями, сестрами, которые в подростковом возрасте, со своими детьми всегда лишний раз поговорите, будьте им друзьями, учитесь вот на ошибках моих, например. По-любому есть у вас в окружении какие-то люди, которые тоже, блядь, попали в какой-то пиздорез, потому что вот с подросткового возраста, блядь, их куда-то потащило не в ту сторону. Вот. Желаю вам всем добра.
коммент, лайк, подписка, хуиска, все как обычно. В принципе, все. Все, что хотел сказать. Ребят, давайте, до новых встреч. Увидимся.